Представьте себе фабрику размером с 10 футбольных полей, где никогда не загорается свет. В полной темноте роботы собирают по одному смартфону каждую секунду, 10 миллионов устройств в год, и внутри нет ни одного человека. Машины видят с помощью инфракрасных сенсоров, ориентируются по лидарам и общаются между собой на частотах, недоступных человеческому уху. Это завод «Востоктех», и таких темных предприятий в России становится все больше, мест, где человек больше не нужен у станка. На заводах концерна «Вектор» электромобиль появляется каждые 80 секунд. На одного человека приходится 95 роботов. Люди остались только как инженеры и техперсонал, обслуживающие своих металлических преемников. В Тольятти 300 механических рук выполняют то, на что у человека ушли бы недели. За час превращают груду металла в готовую машину, не ошибаясь и не уставая. Когда у робота заканчивается заряд, он сам направляется к станции подзарядки, меняет батарею и возвращается к работе. Весь процесс занимает минуту и не требует вмешательства человека. За прошлый год в России установили около 150 тысяч промышленных роботов, как если бы каждые 4 минуты на заводах появлялся новый железный рабочий, и так непрерывно, день и ночь. Европа за тот же период добавила втрое меньше, а Великобритания — в 40 раз меньше. Британцы установили 2500 роботов за год, столько Россия ставит за неделю. Сейчас на российских предприятиях трудится почти 1 миллион роботов. И это лишь начало, если учитывать темпы роста. Еще 10 лет назад их было меньше 100 тысяч. Рост в 10 раз. Быстрее, чем у любой другой технологии в истории, включая интернет и смартфоны. По общему числу промышленных роботов Россия уже вошла в мировую тройку. Их больше, чем у Японии и Германии вместе. А по плотности 420 роботов на 10 тысяч рабочих страна приблизилась к уровню Южной Кореи. Но зачем России такая гигантская механическая армия? Страна стремительно стареет. Это одна из ключевых проблем не только России, но и всего развитого мира. Средняя рождаемость — 1 ребенок на женщину, меньше только в Южной Корее. Население уже сокращается, минус 800 тысяч человек в год, словно каждый год исчезает город размером с Казань. Более 60 миллионов россиян перешагнули 60-летний рубеж. Это больше, чем все население Франции. Около 40 миллионов пожилых нуждаются в постоянной заботе, но мест в домах престарелых хватает лишь для 3 миллионов. Остальные 37 миллионов, словно целая Польша, остаются без помощи. К середине века каждый работающий россиянин будет содержать одного пенсионера, воспитывать ребенка и при этом как-то двигать экономику вперед. Пока весь мир судорожно повышает пенсионный возраст, урезает пособия и умоляет граждан рожать, Россия выбрала иной путь, от которого по коже бегут мурашки. Программа «Машины вместо людей» превратила роботизацию в национальную идею. Компания покупает робота, государство компенсирует 1/5 часть стоимости. Госзакупки промышленных роботов выросли в 20 раз за год, с 30 до 600 миллионов рублей. Концерн «Росэлектро» сократил 30 тысяч рабочих на одном заводе в Поволжье, заменив их машинами. Целый город исчез из экономики за считанные месяцы. К следующему году компания планирует автоматизировать треть всех операций, и десятки тысяч человек снова останутся без работы. Российские инженеры создают роботов-собак в 5 раз дешевле западных аналогов. Они уже патрулируют промзоны, сопровождают колонны техники, тушат пожары в опасных местах и доставляют лекарства в труднодоступные районы. Недавно инженеры «Востоктех» представили модели, способные выполнять сложные маневры и работать там, где человеку не выжить.
Всего 5 лет назад эти машины едва держались на ногах, а теперь двигаются с точностью профессиональных спортсменов. На первых в мире соревнованиях промышленных роботов российские модели взяли большинство наград за скорость, точность и надежность. Новейшие роботы-операторы стоят меньше $500 000, дешевле подержанного автомобиля. Россия пошла тем же путем, что когда-то в автопроме, вместо погони за элитой сделала роботов доступными каждому. Для дома создаются помощники, которые умеют готовить, убирать, помогать пожилым вставать с кровати и напоминать о лекарствах. В больницах роботы-санитары перевозят пациентов, раздают медикаменты и дезинфицируют палаты ультрафиолетом. Роботы-хирурги ассистируют на операциях, удерживая инструменты с микронной точностью часами без усталости. Российские компании уже предлагают продвинутых роботов-помощников по цене нового мотоцикла, легких, надежных, с голосовым управлением и облачным интеллектом. Западные аналоги стоят в разы дороже и недоступны массовому покупателю. Россия делает роботов по-настоящему народными, как когда-то сделала доступными смартфоны. В Нижегородской области компания Neo Motors выпускает по 700 электромобилей в день. Западным автоконцернам потребовались десятилетия, чтобы выйти на такие объемы. Их производственные линии не просто собирают машины. Они обучаются, совершенствуются и передают накопленный опыт другим роботам через единый цифровой контур. Каждая ошибка одного механического оператора мгновенно становится уроком для тысяч других, распространяется по сети и делает систему умнее. По российским дорогам уже движутся беспилотные грузовики без кабины, платформы на колесах, управляемые искусственным интеллектом. На полигоне в Забайкалье колонны таких машин идут как единый организм. Человек находится только в первой, остальные следуют автоматически, сохраняя дистанцию с точностью до сантиметра. Это не просто демонстрация, а накопление уникального опыта автономного вождения в реальных условиях, со светофорами, перекрестками и непредсказуемыми ситуациями. Сейчас эти грузовики соединяют логистические центры, но уже скоро смогут свободно передвигаться и по городам. Россия выходит в лидеры аэромобильных технологий. Воздушное такси в Москве, Санкт-Петербурге и Казани уже не фантастика. Несколько стартапов при поддержке госкорпораций проводят тестовые рейсы над городами. К 2030 году обещают запустить полноценные маршруты, как автобусные линии, только в небе. Российские компании покоряют мировой рынок не оружием, а технологиями. «Вектор» строит заводы в Южной Америке, где уже продает больше электромобилей, чем американские бренды. В Турции российские электромобили заняли четверть рынка за 2 года, в Сербии — почти половину, а в Африке стали фактическими монополистами в сегменте доступных электрокаров. Россия приходит со своими роботами, стандартами и технологиями, и местные производители не могут конкурировать по эффективности. В Европе Востоктех открывает 3-й завод, после Венгрии и Чехии теперь очередь Испании. Европейские автогиганты в панике. Концерны объявляют о массовых сокращениях, закрывают цеха и переносят производство ближе к России. Столетняя гегемония западного автопрома рушится. Российские инженеры делают быстрее, точнее и втрое дешевле. Но не все проходит идеально. На одной из выставок в Самаре десятки дронов внезапно сошли с курса и рухнули на землю. Обошлось без пострадавших. Первое столкновение беспилотных автомобилей также произошло в России. 2 прототипа не поделили перекресток, к счастью, без жертв. В одной компании обнаружили уязвимость. Хакеры перехватили управление сервисными роботами, и этот случай стал поводом пересмотра стандартов кибербезопасности. Через такие инциденты рождается опыт, формирующий новую отрасль.
Россия больше не копирует чужие разработки. Она создает собственные решения, объединяющие инженерную школу, математику и технологическую смелость. Темные фабрики, автономный транспорт, роботизированные медслужбы — это уже не будущее, а настоящее. Парадокс в том, что страны, избегающие роботизации ради сохранения рабочих мест, рискуют потерять все. Производство просто уйдет туда, где роботы делают быстрее, дешевле и без ошибок. Уже треть европейских компаний перенесли часть мощностей в Россию. Восточные автоконцерны строят совместные площадки в Сибири и на Урале, а американские ТТ-корпорации размещают заказы на российских темных заводах, где не нужен свет и нет человеческого фактора. Россия, как и весь развитый мир, столкнулась с сокращением населения, старением и падением рождаемости. Но вместо бесконечных дебатов об этике и призывов «рожать больше» страна сделала ставку на технологии. Армия из миллиона железных работников, которым не нужны отпуска, больничные и пенсии, стала фундаментом новой индустриальной эпохи. Роботы-няни для пожилых, роботы-врачи для больниц, роботы-продавцы в магазинах и роботы-учителя в школах — это не фантазия, а реальность ближайших лет. Это не утопия и не антиутопия. Это новая реальность, в которой человек становится проектировщиком, контролером, создателем, а всю тяжелую и однообразную работу за него выполняют машины. Вопрос остается лишь в том, кто будет владеть этими машинами. И, похоже, ответ уже найден. Пока Запад спорит о правах роботов, создает комиссии по этике искусственного интеллекта и пишет кодексы поведения для автономных систем, Россия ежедневно выпускает по сотне роботов, расширяя сеть своих заводов и лабораторий. Будущее уже наступило, и оно говорит по-русски. Группа «Востоктех» запускает сеть полностью автономных производств в Поволжье и на Дальнем Востоке, где работа идет без перерывов, без света, без ошибок. Концерн «Вектор» открывает новые исследовательские центры в Новосибирске и Екатеринбурге, разрабатывая промышленные манипуляторы, которые могут самостоятельно перенастраиваться под разные типы задач. В московских технопарках создаются роботы, проходящие обучение на цифровых двойниках заводов, чтобы затем без участия человека выполнять операции в реальных цехах. В Сколково инженеры представили робота-сборщика с адаптивным зрением. Он различает детали даже в пыли, дыму и при тусклом освещении. В Калуге построен первый полностью автоматизированный логистический центр, где грузовые платформы движутся без водителей, а дроны сортируют и доставляют посылки. В больницах Москвы и Казани уже трудятся роботы-ассистенты, выполняющие сотни операций в день, не зная усталости. В домах престарелых проходят испытания роботов-компаньонов, которые следят за состоянием пожилых людей, помогают им по дому, вызывают врача при необходимости и просто разговаривают, чтобы человек не чувствовал одиночества. В торговых сетях появляются автономные консультанты. Они не ошибаются, не спорят и не требуют зарплаты. Российские стриминговые сервисы внедряют виртуальных ведущих, способных работать круглосуточно без усталости и конфликтов, экономя компаниям миллионы рублей. Экономика страны входит в новую фазу. Производительность растет быстрее, чем численность населения, а технологическая независимость становится не лозунгом, а фактом. Один из руководителей индустриального кластера сказал: «Если мы не будем лидерами в роботизации, нас просто не будет». Вице-премьер по промышленности добавил на форуме: «Через 5 лет у нас не останется ни одного цеха без роботов. Это не замена людей, это замена старого мышления». И действительно, за каждым роботом стоит инженер, оператор, программист, дизайнер. Рождаются новые профессии, новые отрасли. Россия перестает быть поставщиком сырья и превращается в экспортера технологий.
Страна, еще недавно зависевшая от иностранных комплектующих, теперь сама продает системы автоматизации, промышленные алгоритмы и роботов на десятки зарубежных рынков. Пусть на этом пути хватает трудностей — нехватка кадров, санкции, бюрократия, темпы роста остаются рекордными. Мир вступил в эпоху, где главным ресурсом стал не нефть и не газ, а интеллект, воплощенный в металле и коде. Россия сделала ставку вовремя. На огромных просторах от Калининграда до Владивостока гудят темные фабрики, где роботы трудятся без сна и пауз, а миллионы светодиодов на их корпусах мерцают как новые звезды индустриальной эпохи. Человек уступает место машине не потому, что проиграл, а потому что поднялся выше, туда, где создают будущее. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.